Юго-восточную часть Ровенской области украшает один из самых красивых и древних городов Украины – город Корец. Первые упоминания о Корце появились в Ипатьевской летописи под именем Корчик, и датируются они 1150 годом. Корец всегда располагался на основных торговых путях. Сейчас это трасса Киев-Львов, а золотые купола храмов Корца на этом участке дороги выглядят как дорогое украшение, которое намного лучше любых дорожных указателей приведут вас в центр города. Итак, на канале Моторный Лайф мы посмотрим на город Корец. Из Ипатьевской летописи известно, что уже в середине XII века Корец был достаточно большим и важным населенным пунктом в этом регионе. За время своего существования Корец имеет очень насыщенную историю и увидел многих правителей. Князей Данилу Галицкого и Федора Острожского. Начиная с 15 века город чаще начал менять своих владельцев. Ими были князья Корецкие, Лещинские, Чарторийские. Во времена правления Федора Острожского в Корце был возведен деревянный замок-крепость, часть которого сохранилась и до наших дней. В 15 веке князья Корецкие укрепили замок каменными стенами, бастионами. Со стороны реки его окружают суровые гранитные скалы. Со стороны материка замок укрепили глубоким рвом, куда отводилась вода из реки. Мощный четырехарочный подъемный мост соединял крепость с другой частью города. В середине 17 века правление рода Корецких закончилось. Новыми владельцами стали князья Чарторийские, которые значительно укрепили замок, а также расширили подземную часть крепости, обязательную многофункциональную часть каждого средневекового замка. В 1780 году была совершена последняя реконструкция замка. Князь Юзеф Чарторийский перестроил замок в княжеский дворец, оформленный в стиле барокко. Но этой красоте было отведено недолгое время существования. В 1832 году замок практически разрушил пожар. С тех пор сооружение никто не начинал восстанавливать. А в наследие нам осталась лишь часть разрушенных каменных стен, подземные ходы и четырехарочный мост.
Со стороны замка открывается фантастическая панорама. Где-то далеко внизу видна речка Корчик, потрясающая природа в ее долине. А с противоположной стороны скалистого каньона прячется полусферический купол Николаевской церкви, построенной в 1834 году. На другой стороне каньона деревянная церковь Косьмы и Дамиана, возведенная в 1897 году на честь коронации Александра III. Чуть дальше на север старинный костел Святого Антония, что был основан еще князьями Корицкими в 1533 году. Огромный вклад в развитие города внес князь Юзеф Чарторийский, благодаря которому в конце XVIII века Корец стал не только одним из самых красивых, но и наиболее мощных и важных промышленных центров Волыни. Юзеф Чарторийский основал в Корце мебельную и фарфоровую фабрики, изделия которых были широко известны и популярны далеко за пределами Волыни. В то время корецкий фарфор стоял на одном уровне с саксонским и был гораздо лучше венского фарфора. Но самой большой достопримечательностью и главной святыней Корца является Свято-Троицкий женский монастырь, который находится при въезде в город со стороны Житомирской трассы. Корецкий женский монастырь – это древнейший храм города, история которого хранит много событий за свое многовековое существование. Игуменом Киево-Печерской лавры Варламом в 1064 году был основан на этом месте монастырь. В XII веке орда хана Батыя разрушила монастырь, но вскоре его восстановили в виде неприступной крепости, окруженной 15-метровым рвом с водой. Но в 1496 году крымский хан захватил город и уничтожил монастырь. На его руинах князь Ефимий Корецкий в 1571 году возвел новую святыню города Свято-Вознесенский женский монастырь. Первой монахиней этого монастыря была дочь князя София, церковное имя Серафима. Род Корецких хранил семейную святыню. Это была древняя чудотворная икона Божьей Матери, споручница грешных, привезенная из Рима, а также ее чудотворная плащаница. В 1620 году князь Ян Король выделил монахиням землю и построил Свято-Троицкий монастырь. Монахини свято оберегали свой храм, но в 1752 году с помощью польских войск униатам и католикам удалось изгнать монахинь из их обители. А после поражения Речи Посполитой в 1795 году монахини вернулись в свой храм. Всячески монахини Свято-Троицкого женского монастыря старались помочь народу. Проповедовали, оказывали помощь во время войны 1812 года, вносили огромные пожертвования для армии, открыли при своем монастыре приют для девочек-сирот. Позже, в годы Второй мировой войны, монахини также всячески помогали армии. Несколько раз монахиням пришлось отстаивать свое право на монастырь. Первый раз после гражданской войны, когда Корец стал частью Польши. 18 лет понадобилось Свято-Троицкому монастырю для того, чтобы отстоять свою православную принадлежность после активного окатоличивания всех православных храмов, пока не заручились поддержкой Парижского суда в этом вопросе. Второй раз с 1958 года, когда на всей территории СССР закрывались монастыри. Благодаря бесценным усилиям Свято-Троицкий монастырь не закрыли.
Сейчас в Свято-Троицком женском монастыре бурлит активная жизнь, проводятся ежедневные богослужения. При монастыре открыта воскресная школа, а также проходят обучение по церковному песнопению. На территории монастыря есть сад, огород, пасека и пекарня, а также много мастерских. Золочение по дереву, пошивочное, изготовление пасхальных яиц. Свято-Троицкий монастырь в Корце – это место, которое нельзя не посетить, пребывая в Корце. В этом древнем, многострадальном, удивительном монастыре царит красота, мир, любовь и благодать. В ходе Второй мировой войны с 8 июля 1941 года по 12 января 1944 Корец находился под немецкой оккупацией. Здесь действовала подпольная организация Ровенского обкома Компартии. Также было создано еврейское гетто. 12 января 1944 года в Корец вошла Красная армия. С 1940 года по 1962 был районным центром, а в 1966 году возобновил административный статус. Также в Корце находится исторический районный музей, который работает с 2000 года. Здесь собрано немало исторических экспонатов края. В советские годы Корец неузнаваемо изменился. В нем выросли новые предприятия, завод пластмассовых изделий, пищекомбинат с кондитерскими консервными цехами, бытовой комбинат, ремонтно-строительный участок, хлебопекарня и другие. В городе развивалась торговля, медицинские и культурно-просветительные учреждения. А в Корце обнаружены были источники радоновых вод. Ну а сейчас Корец представляет собой небольшой городок, районный центр на восточной окраине Ровенской области. В Корце жил известный украинский поэт, педагог, церковный деятель Лаврентий Тустановский с 1612 по 1634 годы с перерывами. Тарас Григорьевич Шевченко посетил город в 1846 году. Михаил Драгоманов, выдающийся украинский публицист, историк, посетил Корец в 1870 году. Михаил Миклуха-Маклай также бывал в этом городе. Лина Костенко, украинская поэтесса, впервые побывала в Корце, путешествуя путями Тараса Шевченко. Корец называют христианской Меккой, и это отчасти правда. Столетия процветания и упадка оставили след в архитектуре города, которой стоит насладиться, приехав сюда.